Война с Советским Союзом. Новость о нападении на Советский Союз поразила нас как удар молнии. Находясь в Чехии, мы слушали по радио, как Адольф Гитлер оправдывал свое решение стремлением окончательно разделаться с большевизмом, угрожающим всему миру. С дурным предчувствием того, что нам может достаться та же лихая доля, что и нашим отцам, ставшим жертвой войны на нескольких фронтах в 1914-1918 годах, мы готовились к самой жестокой из войн, в которой когда-либо приходилось участвовать солдатам. Утром 27 июня 1941 года наш батальон двигался маршем на восток, мимо ликующих жителей. 30 июня мы переехали через Вислу, возле Анополя, и в 8:00 достигли русской границы возле населенного пункта Устилуг. Тем временем наши силы уже продвинулись далеко на восток. Развернутая из бригады в дивизию лейбштандарт Адольф Гитлер была придана группе армии Юг, командующий фельдмаршал фон Рунштедт, ближайшей задачей которой был прорыв моторизованными частями в направлении Киева, в ходе которого силы русских к западу от Днепра должны быть уничтожены. Для выполнения этой задачи в распоряжении группы армий было 26 пехотных дивизий, 4 моторизованные пехотные дивизии, 4 егерские дивизии и 5 танковых дивизий. Поддерживал наступление группы армий Юг 4-й воздушный флот под командованием генерал-полковника Лейера. Всего в группе армий Юг насчитывалось 57 дивизий и 13 бригад, в том числе 13 румынских дивизий, 9 румынских и 4 венгерские бригады. Фельдмаршалу фон Рунштедту противостоял маршебуденный с 40 пехотными дивизиями, 14 моторизованными дивизиями, 6 механизированными корпусами и 21 кавалерийской дивизией. Русские упорно и стойко сражались за каждую пять земли. Ожесточенные бои шли по всему фронту, когда мы 1 июля достигли автострады северу Луцка. 2 июля мы получили приказ двигаться на Ровно через Клевань и установить там контакт с 3-м моторизированным корпусом. Было получено донесение, что 3-й моторизированный корпус окружен под Ровно. Крупные механизированные соединения противника атаковали наши растянутые фланги. Ситуация с противником была чем-то совершенно новым для нас. Слегка обескураженный, я посмотрел на свои карты, чтобы проинформировать своих солдат о ситуации. Прежние критерии были уже неприменимы. Где же четкое разграничение между нами и противником? Далеко впереди танковые дивизии 3-го моторизированного корпуса развернули боевые действия к востоку от Ровно. Немецкие пехотные части вели бои в нескольких километрах впереди нас, а войска русских сражались к северу и югу от нас. После безуспешных попыток дать своим товарищам ясную картину позиций, я суммировал положение следующими словами. На сегодняшний день противник повсюду. Я еще не осознавал, когда обращался к своим солдатам, насколько близок был к истине, резюмируя создавшуюся ситуацию. В паре километров к востоку от Луцка, рядом с железной дорогой, мы наткнулись на последние аванпосты пехотного батальона. Клубы густого дыма показывали нам местонахождение подбитого русского танка. Темный лес тянулся по обеим сторонам дороги, по которой мы двигались в восточном направлении. Нам предстояло преодолеть расстояние в 60 километров, чтобы добраться до Ровно. Достигли ли мы своей цели вовремя? И сможем ли обеспечить нашим товарищам из 25-й моторизованной дивизии ощутимую поддержку? Я дал сигнал передовым подразделениям начать движение в надвигающуюся ночь. Впереди был Фринц Монтак. Монтак был ветераном Первой мировой войны и командиром мотоциклетного взвода 1-й роты 1-го разведывательного батальона СС. Сначала медленно, затем быстрее. Авангард двигался вперед в темные леса. Мне хотелось крикнуть: «Стой! То, что я вам вдалбливал, неправда. Машина не ваш друг. Двигайтесь медленно, или вы придете к своей смерти». Но мои губы оставались сжатыми. Они были сжаты так, что не оставляли щели для потока воздуха. Прищурив глаза, я проследил взглядом за передовыми подразделениями колонны, все дальше и дальше углубляющимися в лес. По обочинам дороги стояли подбитые русские танки. Грузовики и гужевой транспорт были брошены под деревьями. В одном месте мы нашли 12 замаскированных русских легких танков Т-26. В них не было горючего, и они были также брошены. Готовый к бою батальон двигался через огромную пустошь, протянувшуюся на север. Вдруг я увидел, как передовой взвод исчез, а 20-миллиметровая пушка нашей бронемашины открыла огонь по отдельным кустам. Затем 4 или 5 этих кустов двинулись на нас и стали стрелять с расстояния около 150 метров. Хорошо замаскированные русские танки атаковали маршевую колонну. В мгновение ока все попрятались в зарослях и наблюдали за дуэлью между нашими бронемашинами и танками противника.
Несколько противотанковых пушек вступили в бой и положили конец сумятице. Через несколько минут мы возобновили марш. Горевшие танки еще долго освещали ночное небо. Так в 19:30 мы обменялись первыми выстрелами с советскими войсками. Для того, чтобы быть уверенным, что мы выполним задачу, я направил боевую разведгруппу в южном направлении и велел выйти к Клеване через Алыку и ждать батальон в Клеване. Когда мы достигли Стовика и двигались дальше на восток, нас уже окутала сплошная темнота. Вскоре после полуночи я разглядел грузовик, пересекавший дорогу прямо передо мной, а затем и другие машины на узкой лесной дороге. Русские! В течение нескольких минут мотоциклисты открыли в их направлении пулеметный огонь. Несколько вражеских грузовиков вспыхнули как факелы, и высокие снопы осветили перекресток лесных дорог. Лес оказывал неземное воздействие. Темнота действовала подавляюще и чрезвычайно нагнетала напряжение. Мне было не по себе. Такой бой был для меня слишком непредсказуемым. И помимо всего прочего, у меня не было необходимого опыта войны с русскими. Час за часом мы двигались в темноте. Более 30 километров все еще отделяли нас от Ровно. В паре километров от Клевани, сразу за лесом, который, слава богу, миновали, мы остановились, и батальон сомкнул строй. Мы слышали шум ожесточенного боя, доносившийся со стороны Клевани. Поднимающиеся вверх огненные вспышки указывали нам место сражения. Когда я уже собирался двинуться на Клевань, позади меня раздался ужасный крик. Среди взрывов гранат, ругавшихся солдат, скрежета танковых гусениц и грохота ломающегося металла я смог различить очертания танка в колонне. К своему ужасу я увидел, что танк шел напролом, прямо через мотоциклы. Затем он резко вывернул через дорогу влево и исчез в темноте. Едва мы оправились от этой неожиданности, как такой же трюк был повторен несколько поодаль, в конце колонны. Два вражеских танка въехали в нашу маршевую колонну в темноте и заметили свою ошибку только во время остановки. Мы, со своей стороны, приняли их за свои собственные бронемашины и таким образом двигались по лесной дороге в компании с русскими. Другие русские танки были замечены слева от дороги. Боевая разведгруппа, которую я отправил к Алыке, связалась с частью 3-го батальона 1-го пехотного полка СС и испытывала сильное давление со стороны крупных русских сил. 12-я рота 1-го пехотного полка СС запросила помощи, поскольку русские ее окружили. Так что нам, как только рассвело, пришлось спасать оказавшиеся в угрожающем положении подразделения и продолжать наступление в направлении Ровно. Мы быстро устремились вперед. Русские вели бой за дорогу. Тем временем стало совсем светло, и мы смогли различить длинную колонну брошенных грузовиков. Пехота противника находилась прямо перед нами в полях высокой пшеницы и пыталась одержать верх над 12-й ротой 1-го пехотного полка СС, пока все попытки противника были безуспешными. эсэсовская рота как раз вовремя получила подкрепление в виде нашего бронеавтомобиля. Не теряя времени, мы вернулись через лес в Клевань. Поселок был взят, и наступление на Ровно продолжилось. Дорога шла в юго-восточном направлении. В паре километрах от Клевани дорога опускалась, затем опять круто поднималась в гору. Я двигался за взводом передового охранения и осматривал местность в свой бинокль. Вдруг мне показалось, что я вижу на склоне брошенную пушку. Среди зеленого злакового поля я различил пару светлых участков. Орудие было легкой полевой пушкой калибра 75 мм, которая была оставлена на огневой позиции. Она оказала на нас угнетающее впечатление. Впервые мы нашли брошенное на поле боя немецкое орудие. В нескольких шагах от пушки стояла выпотрошенная санитарная машина. Ее дверцы были распахнуты и залиты кровью. Молча мы обследовали опустошенный район. Не было обнаружено ни живых, ни мертвых солдат. Мы медленно двинулись вверх по подъему дороги. Выдававшиеся светлые участки становились виднее все отчетливее. Мы могли различить большие и маленькие участки очень ясно. Я выпустил из рук бинокль, протер глаза и опять взял бинокль. Боже мой, неужели такое возможно? Могло ли быть то, что я только что увидел, реальностью? Последнюю пару сотен метров мы преодолели быстро. Взвод передового охранения спешился и побежал вместе со мной к светлым участкам. Наши шаги замедлились. Мы замерли. Мы не осмеливались идти дальше. Стальные каски держали в руках так, как будто были на молитве. Ни единым словом не осквернялось это место. Даже птицы умолкли. Перед нами лежали голые тела безжалостно искромсанной роты немецких солдат. Их руки были связаны проволокой,
На нас смотрели широко раскрытые глаза. Офицеры этой роты нашли еще более жестокую смерть. Они лежали в паре метров в стороне от своих товарищей. Мы нашли их разорванные на куски и растоптанные ногами тела. Все еще не было произнесено ни слова. Тут говорило ее величество смерть. Медленно прошли мы мимо наших убитых товарищей. Мои солдаты стояли лицом ко мне. Они ожидали, что я дам им объяснение или руководство о том, как в будущем вести себя в России. Мы посмотрели друг на друга. Я вглядывался в глаза каждого солдата. Не сказав ни слова, я повернулся, и мы двинулись навстречу неизвестности. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.